Если вы не думаете о будущем, то у вас нет настоящего. Я считаю, что мы сейчас живем в мире, который перестраивается. Он, мне кажется, уже не устраивает никого. Попытка сделать все свое или все-таки необходимость сотрудничать? Ни одной страны мира нету, которая лидеры во всем. Цифровой суверенитет подразумевает, что если ты ее построил, через эту цифру твою жизнь нельзя остановить. Вслед за этой технологией человечество и люди должны тоже ступить на ступеньку вверх. Наличие правильной кооперации между государственными структурами с бизнесом внутри коммерческой среды может дать очень много в сторону получения того самого суверенитета. Есть страна, надо объединяться. Начнем мы с глобализации или международной кооперации. Будем говорить о суверенитете, технологической независимости. Юрий, если можно, приглашаю вас для участия в первом такте разговора. Открытый диалог. Международный проект, который объединяет экспертов, аналитиков и людей со всего мира, чтобы вместе понять, куда движется человечество. Доклад второго цикла проекта посвящен ключевым мегатрендам, которые уже меняют мир. Авторы фиксируют слом прежней модели глобализации, трансформацию финансовой системы и стремительное технологическое развитие. Демографические изменения и новые технологии меняют рынки труда, общественные институты и само понимание суверенитета. В новой реальности главным ресурсом становится человеческий капитал, способность человека учиться, адаптироваться и раскрывать свой потенциал. Но любой прогноз – это не окончательный ответ. Это приглашение к открытому диалогу. Я очень хорошо помню, еще давно в университете, когда была международная экономика, там такой был хрестоматийный пример. Если одна страна лучше делает яблоки, а другая груши, то так и должно быть. Одна страна делает яблоки, другая груши, все понятно. Но интересный вывод вот в чем, что если одна страна делает лучше и яблоки, и груши, то даже в этом случае им все равно выгодно поделить, кто чем будет заниматься. Называется теория относительных преимуществ. Вот на яблоках и грушах, может быть, это работает. А работает ли это в кибербезопасности, в искусственном интеллекте, в других технологиях? Вот что важнее? Технологический суверенитет, замкнутость, попытка сделать все свое или все-таки необходимость сотрудничать? Вы изучали доклад. Юрий, начнем тогда с вас, потом Максим Станиславович. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Миша меня попросил покритиковать доклад, поэтому я изо всех сил буду стараться. Вот. В целом мне доклад понравился. Понравился почему? Потому что на самом деле у нас не принято вот как-то остановиться и подумать о будущем, о глобальном, о том, как устроен мир. Доклад больше не отвечает на вопрос, а задает их. Для того, чтобы подумать вместе о том, а как нам быть. Потому что понимание общего контекста – это уже залог большой победы в будущем. Мне очень бросилось в глаза то, что там технологизация и цифровизация была одним из блоков. Хотя, с моей точки зрения, если посмотреть весь доклад, цифровизация – это основная причина того, почему пришлось писать доклад. Ну, то есть это то влияние на наш мир, которое приводит к этим изменениям. И потеря субъектности человеком, и изменения в экономике – все так или иначе происходит из-за того, что происходит цифровизация. И там очень мало внимания уделено, но мне по долгу службы положено, конечно, кибербезопасности. Потому что, когда мы говорим про суверенитет, мы часто говорим про то, что можно строить цифру. Да, цифровой суверенитет – это твоя способность строить цифру. А также строить ее тогда, когда кто-то тебе запрещает. Но также цифровой суверенитет подразумевает, что если ты ее построил, через эту цифру твою жизнь нельзя остановить. И поэтому, с одной стороны, безопасность цифровизации, а с другой стороны, готовность жить в условиях полного коллапса. Вот у нас, когда весной какие-то были вот катаклизмы, отключили одновременно и связь, и много чего. Ну, и я пошел пешком в Лужники поподтягиваться. Пришел туда, ну, как обычно, с ключами и с телефоном. А оттуда уже вернуться не смог. Водителю не дозвониться, такси вызвать невозможно. В метро хотел зайти, билет мне не продали. Я говорю, ну вот у меня QR-коды, там все. Нет, не продали. Все, жизнь в тот момент у меня остановилась. И это ведь на самом деле тоже часть вот этого большого цифрового суверенитета. Поэтому наша задача строить цифровой суверенитет. Но здесь мы очень часто вводим себя в заблуждение. Нам кажется, что цифровой суверенитет появляется тогда, когда мы делаем полностью свою цифру.
Но мне кажется, это даже для нас невозможно. Это во-первых. А во-вторых, субъектность в нашем современном мире теряют не только люди, но и страны. И если посмотреть, как много стран осталось, которые вольны делать то, что они считают нужным, ну, все, по пальцам руки можно пересчитать. И поэтому, если мы хотим жить в лучшем мире, наша задача все-таки добиться того, что суверенитет будет не только у нас, но и у других стран. А все страны себе цифру не построят. Поэтому здесь очень важный момент, что глобально нужно выстраивать цифровизацию мира таким образом, чтобы каждая страна чувствовала свой суверенитет в цифре, даже не будучи способной ее сделать. И это, конечно, проброс к тому, что нужно кооперироваться. Потому что измерение того, насколько ты суверенен с точки зрения способности строить, способности поддерживать, способности не получить катастрофу через это штука, которая тебе позволяет выстраивать международное сотрудничество. Вот. И это, мне кажется, вот как раз в докладе, может быть, в какой-то степени имело бы смысл добавить да раскрыть эту тему. Потому что на самом деле, понимаете, вот если мы начнем свою цифру делать такой, какой принято в мире, мы ее с точки зрения привлекательности для других стран сделаем хуже, чем Америка. Несоизмеримый ресурс. Мы сделаем ее дороже, чем Китай. Ну, то есть нам нужно строить цифру, которая дает суверенитет. Это тяжело. Это переосмысление в какой-то степени нашего мироустройства. Потому что такая цифра, она сначала даст суверенность и субъектность стране, а потом она замахнется на суверенность и субъектность человека. В мире, когда на самом деле мы говорим, как плохо, что человек теряет критическое мышление, он ведом, он поддается манипуляциям, но все хотят человеком манипулировать. И во многом цифра, которая делается, она такая. А кто делает цифру, которая дает в первую очередь человеку субъектность и способность быть суверенным, а потом странам? Вот нам надо делать такую цифру. И если мы ее будем делать, то, конечно, открывается колоссальное поле для кооперации внутри мира разных стран. Построение другого кибер-ООН, где мы будем договариваться о принципах и правилах построения такой цифры. Мне кажется, вот эту часть с точки зрения, может быть, она чуть дальше, может быть, она чуть наивнее в какой-то степени, может быть, она не так легко осязается, но она должна быть как некая надежда для нашей цивилизации на то, что мы построим тот мир, в котором хочется жить. Я считаю, что мы сейчас живем в мире, который перестраивается. Он, мне кажется, уже не устраивает никого. Вот, это вот так в двух словах. Действительно, мы, когда вот с экспертами работали весь этот год в рамках открытого диалога, мы, по сути, только коснулись понятия цифрового суверенитета. Это, на самом деле, только начало этой дороги, да, потому что, что постулирует доклад? Доклад постулирует то, что цифровой суверенитет становится важным элементом суверенитета в современном мире. При этом немножко коснулись данных, у кого данные, немного коснулись алгоритмов, но целый большой пласт вопросов, к которому нужно отнестись и над ним очень плотно поработать. А что именно цифровой суверенитет? И здесь вот я с этим замечанием абсолютно согласен. Это то, куда нужно углубляться, потому что без цифрового суверенитета мир будущего и мир нашей страны и не существует. То есть определиться, что и как, и это действительно не полностью сделать все. Конечно, да, надо уметь делать все, да, потому что для того, чтобы понимать, в каком мире ты находишься, нужно уметь делать все это своими руками. Если ты своими руками не умеешь делать какие-то вещи, от там, простых баз данных до сложных алгоритмов генеративного искусственного интеллекта, то ты не понимаешь просто, где ты находишься. Но понятно, что сделать все лучше всех ни у кого не получится. Нет ни одной страны мира, у кого бы это получилось. Поэтому это второй тезис о том, что суверенитет одной страны достигается через суверенитет многих. Это, на самом деле, тоже очень интересный посыл, на котором надо поработать. Ну, вот в разделе, связанном с геополитикой, мы говорим о том, что появляются новые центры глобального суверенитета, и как раз на это можно посмотреть через призму цифрового суверенитета. И вот сразу во многих эссе проходил вопрос, а сколько стоит суверенитет? Ну, то есть, когда мы начинаем разрабатывать все свое, где-то мы, наверное... Здесь просто надо сразу отвечать на вопросы, сколько стоит суверенитет и сколько стоит его отсутствие. Его не иметь, да. То есть это как бы две вещи, которые всегда... В этом плане ничего бесплатного и сделать так, чтобы все было хорошо,
как говорится, ничего за это никому не было, невозможно. Ну, мне кажется, самое важное, что не пытаться, по сути, в лоб купить этот суверенитет так, как он покупается в других частях мира. Ну, к примеру, там, сделать свою нейросеть со своим датасетом, со своим обучением, так, чтобы она получилась на уровне мировых, это очень большие деньги. Это очень большие деньги. Каждая страна это должна сделать. Может быть, нет. Может быть, должна появиться какая-то открытая модель, но не только веса, но и датасет, который можно дообучить, можно проверить. Ну, вот, в частности, сейчас, к примеру, японцы пошли по очень интересному пути. Ну, то есть, условно, если ты не можешь сделать свою сеть, то ты точно можешь сделать свою микросеть, которая помогает работать с большими сетями. Такой арбитр, проверить какой-то, которую ты можешь в конечном итоге сделать служителем того суверенитета, который тебе нужен. И нам надо признать, что мы во многих областях не лидеры. И мы, когда выбираем свой путь, мы во многом смотрим на лидеров и пытаемся его повторить, а мы не лидеры. Не лидерский путь, он другой. Не лидерский путь, он где-то может быть дешевле, где-то посильнее, но он другой. И самое важное, что ты, да, это может быть оскорбительно в моменте, но ты начинаешь делать вещи, которые не делают американцы, не делают китайцы, потому что они лидеры, а мы где-то не лидеры. Максим Станиславович, мы должны признать, что мы не лидеры. В каких-то вопросах мы точно лидеры, да, вот, например, если говорить про искусственный интеллект, цифровые платформы, то с точки зрения нашей экономики я считаю, что мы одна из тех стран, которая максимально внедряет и максимально быстрее внедряет в жизнь. В финансах, в здравоохранении, в городских сервисах, по целому ряду других направлений мы показываем действительно очень хорошие результаты, и наши решения востребованы во всем мире. Но вот я с чем полностью согласен, что на самом деле ни одной страны мира нету, которая лидеры во всем. Потому что здесь мы опережаем в больших языковых моделях. Сейчас американцы на первом месте, китайцы на втором и так далее. Поэтому вот абсолютно правильный вопрос, как найти баланс. Баланс, где ты должен лидировать, где ты можешь лидировать, и сколько тебе это будет стоить. Да, можно лидировать в любом направлении, сконцентрировав ресурсы, но вопрос, является ли этот подход оптимальным для тебя, да, дает ли он максимальный результат. Да, мы знаем много примеров в мире, когда даже небольшие страны концентрировались на чем-то и достигали очень серьезных результатов, но в ущерб всему остальному. Вот этот поиск вот этого баланса, как, с одной стороны, обеспечить суверенитет, да, это, как говорят математики, решение задачи минимакса, то есть это максимизация суверенитета при минимуме издержек. Вот это вот та задача, которую нужно решить. Кстати, еще очень хороший вопрос, то, что на самом деле есть условно-финансовая составляющая, сколько денег стоит тот или иной элемент суверенитета. А есть еще нефинансовая, по сути, такая составляющая про некую кооперативность. Ну, то есть, по сути, наличие правильной кооперации между государственными структурами, бизнесом и даже просто бизнесом с бизнесом внутри коммерческой среды может дать очень много в сторону получения того самого суверенитета. Ну, к примеру, чтобы сделать хороший ИИ в кибербезе, тебе нужно построить не небольшую нейросеть, а собрать хороший датасет. А что такое датасет в кибербезе? Это конкретные инциденты, это конкретные взломы, это конкретные проблемы. То есть, грубо говоря, нам нужно создать единый национальный датасет, на котором небольшие нейросети отучатся делать то, что сейчас там гремит по всему миру, там Мифос что-то делает, еще что-то. И это же не про деньги. Это про то, насколько там, условно, Касперский с Позитивом, со Сбербанком могут сесть вместе и объединить какие-то данные. Насколько внутри государства мы можем сказать, что вот они были инциденты, они очень опасные и страшные, давайте их засекретим. А давайте нет, давайте мы все-таки их дадим какому-то ограниченному количеству компаний, поучимся на них, но сделаем это так, чтобы это без ущерба для национальной безопасности. И вот здесь, на самом деле, есть такие хорошие шорткатики, которые позволяют без дополнительных инвестиций получить очень хороший результат. Мне кажется, это тоже очень... Да, это абсолютно правильный тезис, что вот достижение результата с минимумом затраченных ресурсов, это может быть только в том случае, если есть плотное сотрудничество государства и компаний. То есть это концентрация усилий на решение этой задачи, потому что полностью ее распределения у нас, к сожалению, не хватит. Ни в одной стране мира не хватит ресурсов, чтобы распределенно достигать все цели. Ну, у нас, знаете, у нас в коммерческой среде есть такая привычка. Мы все время валим все на государство. Государство недостаточно прыткое, недостаточно там такое кооперативное, и все. Но если взять сектор прям коммерческий, то вот там кооперация построена ничем не лучше.
Ну, то есть где-то там деньги, где-то еще что-то, все, нафиг стратегические цели государства, страны, все, вот у меня здесь деньги, я это делаю. Ну, то есть на самом деле, ну, не надо валить друг на друга, надо просто взять и на каждом месте задуматься о том, что на самом деле есть стратегические цели, есть страна, надо объединяться. Кооперация рознь. Да, ты можешь кооперироваться так и достигать результата таким образом в партнерстве, когда ты себя обезопасиваешь. То есть это когда и ты нужен партнеру, и партнер нужен тебе, когда вы вместе двигаетесь вперед. Поэтому кооперация тоже бывает разных видов. Есть не бинарный ответ, да, сам или с кем-то, да, всегда есть на самом деле гораздо больше оттенков у этого процесса. Кооперация всегда хороша тогда, когда есть высшая цель, которая одинаковая для разных сторон. Ну, есть высшая можешь... цель, есть взаимозависимость, есть, то есть очень много других параметров, которые делают эту картину гораздо более многогранной. Ты заведомо попадаешь в ситуацию, когда тебя могут обмануть и ввести в заблуждение, просто потому, что ты не в курсе проблемы. Возвращаясь к вопросу, мне кажется, конечно, у нас есть некие сейчас базовые направления, от которых мы все чувствуем, мы очень сильно зависим, и зависит наше будущее. Это ИИшка, это кибербез, ну и как ни крути, это роботы, робототехника. Вот эти 3 направления, они точно такие, которые могут нам дать очень большой либо сюрприз плохой, либо хороший. Вот. Но на самом деле мы недооцениваем количество мест, в которых мы можем делать вот эту цифровизацию, выводя уровень жизни на принципиально другой уровень. Принципиально на другой уровень. Мы же, понимаете, вот мы еще много говорим про платформенную экономику, где технологии начинают в какой-то степени компенсировать в какой-то степени инфантилизм, который у нас возникает в обществе. Где-то там невозможность решать такие сложные задачи. Мы с помощью цифры начинаем подстраиваться и решать, по сути, государственные индустриальные задачи. Ну вот мы сделали такси, мы сделали маркетплейсы, мы сделали свои госуслуги, которые являются там крупнейшим маркетплейсом. Ну то есть мы много чего сделали. А сколько мы всего не сделали? Это первый вопрос. А второй вопрос, на самом деле, мы часто позволяем себе идти за тем, что уже сделано в мире. Мы не первые сделали маркетплейс, мы не первые сделали такси, но мы, может быть, одни из первых сделали госуслуги. Ну вот, а на самом деле сколько таких мест? Там кибербез, я не знаю, там города будущего. Ну вот, и мне кажется, на самом деле наша задача здесь не смотреть, когда это появится в мире, а понять, как это можно сделать у нас. Ну и там встает главный вопрос, собственно говоря, который следует из этого отчета. А мы можем замахнуться на решение задач таких, как страна, или нет? А насколько у нас сейчас поддерживается предпринимательская среда? А остались ли те самые предприниматели? А что нужно сделать, чтобы они пришли и занимались этим? Ну, там на самом деле вопросов даже больше, чем ответов. Что дальше из этого отчета? В этом плане мое убеждение, что страна будет двигаться быстрее и быстрее обеспечивать необходимые результаты и цели в том случае, если внедрение новых технологий в практическую жизнь, в практическую реальность будет идти быстрее. И очень здорово, что у нас в стране и финансовые технологии, городские сервисы. Вот я считаю, что сейчас та система, которую строит Москва в здравоохранении, это лучшая система, это лучшая цифровая платформа в мире по управлению здоровьем. Да, там еще много что нужно сделать, большое количество того, что необходимо достичь в будущем, но на самом деле то, что уже есть, это действительно образец того, как можно достигать результат, где-то используя собственные технологии, где-то заимствование, но знание и понимание, и глубина этого понимания здесь у нас одна из самых высоких.